Роман Никандрович, добрый день. Я вас приветствую и поздравляю с праздником труда, с Днем солидарности трудящихся. Для нас это большая честь, для меня лично, я вас большой поклонник ваш, уже, наверное, десяток лет смотрю вас. Спасибо, что пришли на это интервью. Да я с удовольствием, и я вас тоже поздравляю, всех зрителей вашего канала поздравляю с Днем солидарности трудящихся всего мира, всех простых, хороших людей, тех, кто, в общем-то, и на своих плечах выносит этот мир со всеми его страданиями. Мой любимый праздник, я не знаю, вот поэтому еще раз всем счастья и все-таки удачи и успехов в будущем. Вы знаете, Википедия говорит, что первыми этот праздник стали праздновать в Австралии более 150 лет назад. Трудящиеся стали бороться за 8-часовой рабочий день. Потом эту волну подхватила Америка, Канада. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, мы за эти 150 с лишним лет, мы, трудящиеся, в итоге добились чего-то? Или мы находимся на тех же позициях, что и 150 лет назад? Понимаете, да, мы в какой-то момент добились, а потом в какой-то момент потеряли. И по большому счету, для того, чтобы, в общем, вот это не пережевывать эту всю историческую, как говорится, макуху, да, это вот по-украински так можно сказать, макуха, да, вот это вот все. Шрек, да, Шрек или Шрек, или как-то. Ну, в общем, неважно. Надо просто почитать этот самый «Железную пяту» Джека Лондона, и там вот раскладка по годам дана, там, на сотни лет вперед. Железная пята, аристократия, олигархия, по идее, то подавила все эти всплески социалистических начинаний, социальной справедливости, да, и, в общем, и в туманности Андромеды. Ефремова тоже и в «Часе быка», вот там это все, расклад этот дан по эпохам, эрам. Скорее всего, это, в общем-то, знакомые были с предначертанием, и, думаю, так и будет. Поэтому в данный момент вот это вот ощущение нашей способности быть солидарными, оно нужно для, по крайней мере, выживания, сохранения в себе вот этого человеческого как бы естества, да, и, в общем-то, сохранения себя хотя бы в малых группах своей натуральности. Вот это очень важно, так как впереди гибридизация и прочие всякие такие непотребства, которые нас натуральности будут лишать принудительно. А мы, как говорится, должны пользоваться вот этой нашей способностью. И, конечно, те, кто 1 мая праздновал в свое время, те имеют эту точку опоры и знают. А вот уже поколения, которые сейчас, они даже не догадываются о том, что так бывает. Вот в это плохо. Они первыми и пропадут в этом мире новой матрицы. Ну, это я, наверное, что-то там, так сказать, затянул это монолог, ну, как говорится, звоняет. Я по-хохлянски захватил. А как думаете, должны победить в итоге трудящиеся? Или, может быть, это нормальный ход вещей, когда есть олигархия, есть эта самая пята, а есть трудящиеся? Может быть, это разделение, оно логично и должно быть? Ну, все зависит от того, человек, он, понимаете, это же и животное, это и высшее. Вот это два сочетаются в нем: высший разум, душа и тело, да? Ну, давайте возьмем, поставим, вот 5 человек и будем говорить: вы звездные странники или там, допустим, не звездные, ну, по крайней мере, какие-то такие вот, которые высшие, вы способные, вы красивые, вы умные, вы боги, да? А вторым говорить: вы свиньи, вы это тело, вы вот ваша главная задача это, как говорится, вкусить сладости жизни, усладить тело, а как только вот усладите, то и, в принципе, жить уже больше и дальше бессмысленно. Ну вот эта пятерка пойдет и расцветет, а эта пятерка сдохнет где-то там и с удовольствием в эвтаназию уйдет. Поэтому, конечно же, нормально и так, и так. Все зависит от того, как начальство будет ставить целеполагание. Вы же уже, ну, даже те тупые, самые вот олигофренические наши там всякие политологи, и те уже, наверное, догадываются, что ну, над всем стоит
начальство, над каждым начальством свое начальство, и оно высоко-высоко над всеми этими национальными целеполаганиями стоит, и этот дискурс задается тоже начальством. И простонародье, оно само по себе не способно этому противиться, как бы оно ни хотело. Потому что это не просто там какая-то вспышка, вот давайте мы побузим, это пожалуйста. Побузили, дадут побузить, и всех это под нож. А вот повлиять на ход событий простонародье не может. Все зависит от начальства. Начальство ведет вверх, и народ, это, как говорится, поднимается до человеческого уровня. А если начальство говорит, что ты достоин вкусить, как говорится, вакцину, да, благодатную, там, спасись, покушай хорошо и посношайся со своим телом. Это ж круче, чем ты бы... А еще лучше сам с собой, как это последнее. Вот тогда, понимаете, вот такими будет человек. Поэтому нет, никаких перспектив нету, пока какая-то сила сверху, ну, вот не отыграет эту пластинку. Тогда, да, тогда поднимутся. И опыт-то 30-х годов, 20-х показал, что, в принципе, за одно поколение можно вырастить миллионы людей, которые будут, ну, их фанатиками там называют, и кем угодно, но по сути своей это были люди, нацеленные на созидание, на коллективное созидание. Я имею в виду сталинский этот проект. А дальше еще одно-два поколения, и в принципе человек будет другим. Ну, а если два поколения гибридизировать, там, подкручивать этот самый геном, то, ну, конечно, вот вырастет что-то такое с носом свиньи, с рогами там, или с мозгами курицы. Ну, все это вот, повторяю, все это, к сожалению, человек не венец природы, давайте так говорить. Опыт показывает. Поэтому это я не потому, чтобы сеять депрессию, как вот говорят, там, демобилизовать, для того, чтобы мы вот не объединялись, да, объединяйтесь, но по сути своей надо понимать. Ни одно простонародье, ни одной страны не способно что-то противопоставить вот этой чудовищной репрессивной машине, которая просто сейчас как бы десятикратно по насыщенности превышает, вот, казалось бы, да, там тоталитарный союз, он такой весь был полицейский. Ну вот, по-моему, раз в 10 на душу населения меньше силовиков. Тогда было, чем сейчас в этих демократических странах и недемократических, и тоталитарных, авторитарных, и демократических. Все одинаково, все устроено просто так вот. Сверху разное шапито. А почему этот эксперимент, который вы упомянули, сталинский, и несколько других экспериментов, которые тоже социалистического толка были, почему они в итоге провалились? Ну, против них все были. Против них была вся мировая верхушка, против них все ресурсы мира были. Ну и понимаете, как человек устроен? Человеку говорят, ну вот давайте, смотри, братан, тебе надо бы сейчас было упереться, поработать над собой, взять лопату, пойти, объединиться бескорыстно во имя там. А другому говорят, ты смотри, как классно, вот тебе наркота, вот тебе бабы, шлюхи, вот тебе водочка, вот тебе бабло в кредит. Иди, наслаждайся жизнью, бо ты того вартый. Вот ты того вартый. И вот человек, ну что выберет человек? Конечно, человек выберет, ну кто пойдет, будет там ради чего-то там такого вот, не пойми чего, напрягаться. А рядом все празднуют жизнь, да, ну вот скажут, а вдруг Бога нет, да, как говорится, чтобы ты в загробной жизни не получишь сатисфакции. Или вдруг коммунизма нет, потому что это все утопия, иллюзия. А вот сейчас есть. Сейчас бери бабу за цицки и тяни ее в эту, а ты тут хочешь, о любови мечтаешь. И все. И, конечно же, если такая вот пропаганда идет, и устройство общества, любое начальство, оно как бы разлагается. Да, разлагается, так как вот это вот угробило кто в эти эксперименты. Начальство угробило. То есть устроить так общество, чтобы заставить начальство работать, проникнуться вот этим, очень сложно. И посмотрите вот сейчас
скажем, Белоруссия, я не знаю, как там Корейская республика вот устроена, но в Белоруссии видно вот разрыв между верхушкой, которая, ну, как говорится, мы их диктаторская верхушка, мы их всех ненавидим, и все, все, ну вот они такой эксперимент проводят, социальный, социалистический, и сидит вот на совещании Лукашенко проводит, и он как бы пытается их увлечь идеями там. А сидит вот это с вот такими вот хавальниками, я даже слова другого не найду, вот это вот. И вот так, они даже скрыть этого не могут. Как они это вот все ненавидят, как это им все надоело, как им хочется уже поскорее от этого всего избавиться, от контроля, от необходимости вкалывать. Когда все вот только продай, шекель в карман и пошла гуляй рванина. Ну вот так устроен человек. И, к сожалению, ну, для этого тоже нужны социальные эксперименты, как устроить так общество, чтобы и население было довольно, и развитие обеспечить, ну, накопление, и заставить начальство, самое главное, работать. Начальство. Начальство, оно как только там объявляется на постах, оно, ну, как вот превращается в животных. И вот все. И вот, если человек нормальный, жена, значит, такая вот попадается. Если один нормальный, 8 вокруг это, биомусор, и все, и ничего не поделаешь. И так надо пробовать, и так, и сяк, но у Союза не было времени, реально. Ну, только вот и сразу война. Только восстановились, сразу, так сказать, 20-й съезд, да, и все, и пошло, и поехало. И, ну, Джек Лондон сколько там, 400 лет, по-моему, предрекал правление железной пяты. Ну, наверное, так оно запрограммировано. Этот целые тысячелетия отписывал Ефремов, там вот таких эпох, которые сменяли друг друга, черные времена, и это, и пока человечество не пришло. Но это же тоже на каких-то таких базируется предпосылках, вот, тоже иллюзорно. Во-первых, мы не знаем ни истории, не знаем ни реального мироустройства, и не знаем планов, ну, плутократии, этой, назовем ее так, тоже не зная, кто конкретно стоит за всем этим. Те, кого мы знаем, значит, это тоже выставочные, опереточные фигуры даже. Вот. А кто вот реально, мы не знаем. Ну, это не научно звучит, но сами же уже все, наверное, понимают, или тот, у кого хотя бы часть мозга еще функционирует, что, в общем-то, конспирология – это и есть часть, вернее, конспирологии, это и есть реальное отражение состояния. Только конспирология, она тоже разная была. А все, что считается научным, это не научно. Так, если по-большому. Знаете, многие считают, что успех капитализма объясняется тем, что ставка сделана на такие простые, низменные или базовые потребности человека, а именно жадность, алчность, стремление разбогатеть, стремление быть богаче соседа. А социализм делает ставку на какие-то, как вы рассказали, высшие материи, и многим людям они просто не близки. Может быть, так и правильно, может быть, общая масса, она такова, что им капитализм ближе, и он действительно более эффективен. Ну, я же говорю, конечно, ближе, потому что капитализм предполагает, ты можешь сейчас напрячь или поднять свои ягодицы от кресла, вломить, а еще лучше кого-то обобрать. Ибо самый простой путь – это прямой, так сказать, гоп-стоп. Да? То есть вот мы же видим, как развивается этот либерализм, красивые слова, и сейчас уже посткапитализм, то есть капитализм идет к посткапитализму, посткапитализм пришел к отрицанию вообще человеческой природы человека, а животное, вот как сейчас. И гоп-стоп, да, на любом уровне гоп-стоп. То есть финансисты, предприниматели, главы государств, главы международных организаций, они просто занимаются грабежом. Да, то есть грабежом, потрошением человечества. То есть как вот перед концом света. После нас хоть и потом. Поэтому, конечно, когда говорят человеку,
Да бери он, иди, воруй, гуляй, ну, гуляй, рванина. То есть все. Понятно, что 90% этих, они бессловесная масса, их-то и будут обдирать. Но любой активный человек, вот такой вот прогрессивный, как говорится, по современным понятиям, он может себя быстро реализовать, быстро разбогатеть по сути, имеет такую теоретическую возможность. И я повторю, конечно, если ему сказать, что гуляй сейчас или будешь там ходить на работу куда-то во имя там этих каких-то там идеалов, это вот никому не нужно. Для этого надо поколение за поколением людей воспитывать. Ну а как ты воспитаешь вот сейчас человека, когда это, вот такое творится там? Ну, и то, и то, и то, и то, все на ложных фундаментальных вот таких вот столпах базируется, да, вот. Ну, что тут? Конечно, да, это ближе человеку жрать, пить и сейчас, чем вот. Это как и кредит. Вот. Один говорит, давай вот живи, веди рачительную жизнь, откладывай, как говорится, в аскезе живи хоть в каком-то смысле, старайся напрягаться. Жизнь это не праздник, это труд. Конечно, такой человек со своей сейчас этой, ну да, даже протестантской этикой, он долго не протянет. И он не конкурентно способен, если говорят, да хватай сейчас и живи. Повторяю. Тут как, что тут сделать? И я вам скажу так, нет уж возможности сравнить вот как модели, потому что уничтожается силовыми способами. Вот возьмите сейчас, ну, везде разоренная земля, да, то есть разоренная земля и вот эти корпорации, они захватывают вот это снижение социализации территорий всех, это кроме вот Беларуси и может там Кореи. В основном это захват земли, это сгоняют с земли вот этих мелких фермеров, корпорации, все. Значит, а тут вы вот давайте придите и скажите, давайте мы устроим себе колхоз. Ну, давайте соберемся, уже сколько там этих крестьян бедных, там, ну, на поселение устройте на 1000 гектаров, например. Вот как сейчас модно там всякие разговоры о том, что вот а мы пойдем в отход куда-то, там, уйдем от помещика и пойдем там себе где-то пахать землю. Ну, как. Ну, вот организуйте кооператив, допустим. Будете процветать по сути своей, сможете там организовать работу, не так, может, эффективно, как в корпорации, но сможете детский сад сделать, там, ну, распределить, вот как разделение внутри труда, будете продавать продукцию, допустим, в матрицу, получать оттуда какие-то электрику, там, то все, какие-то там машины, механизмы. Ну, к вам мытарь придет, мытарь, да, и налоговик, ну, и шепнут же ему, надо вот это все уничтожить. Ну и найдут там за что зацепиться, и вас просто растопчут. Не потому, что там колхоз это плохо или там большое такое предприятие, а потому, что оно показывает просто иное предназначение этого всего. То есть неправильно сравнивать вот по экономической только эффективности. Экономическая эффективность, конечно, если пришла корпорация, захватила 100 000 гектаров, для того, чтобы все это обработать, ей нужно ну, максимум там 300-500 человек. Это и то максимум. С учетом того, что все это в лизинг или как там, в аутсорс идет это. Обработка земли, ну там минимум людей надо за этой землей ухаживать. И колхоз, там где семьи, дети, там, вот это за природой все присматривают, речки там ухаживают, культурно развиваются, школы строят, детские сады. Задача этого колхоза не только эффективно работать, да, колхоз это эффективное большое предприятие по сравнению с фермером, но еще и социализировать территорию, то есть делать территорию пригодной для красивой жизни народа этого самого, трудящегося человека. Ну, это все разгромили, развалили. И теперь, ну, вы, вот, например, когда все частное, вот вы идете в лес, да, и вас там могут в тупую пристрелить. Вы даже не знаете, лес там частный, он какой-то не такой, ну, как вот за грибами сходить или куда-то там. А там, где лес не частный, там государство поставило таблички. Сбор грибов карается смертной казнью. Сбор ягод, ну, это как вот в России, там, да, вот это какая-то там тайга,
прокурор Медведя, нельзя, одуванчик вырастить нельзя. Это же все вот это проникновение тоталитарной этой силы. Ну, а на Западе же еще страшнее. Вот это, там, с природой как, оно не твое, ты можешь пойти где-то там пристроить задницу на каком-то там, на скамеечке, на маленьком участке для пикника, ну или на каких-то общественных таких, а леса, поля, реки, все это недоступно, ну, в свободном доступе. Нет этого всего. Это все зарегламентировано, зарегулировано. А скоро будет и вода зарегулирована. Скважины уже нельзя бить. Почему человек не может скважину забить? Скажем, человек, несчастный человек, без всяких там вот бумаг, без всего. Там, и выкачать себе 3 ведра воды или 23 ведра воды. Да? Какой вред от этого природе? Никакого. То есть приходит одна корпорация, загнала и берет воду, и все, рухнуло на всей территории. А то сколько у нас таких примеров? Обезвоживание гигантских территорий, села вымирают, поселки, все, и никто за это не несет ответственности. А зато человеку нельзя пробить там скважину без того, чтобы ты не пошел. Любая трудовая деятельность в принципе зарегламентирована. Да, то есть вы можете там где-то пойти, там, обменять, собрать урожай, но по сути, когда захотят поставить все под контроль, все заставят или все обложат налогом. То есть любое трудовое усилие – это налог, это производство. И... Так что вот такая история. Поэтому нельзя нигде спрятаться от этого всевидящего. Потому оно и не конкурентно. Потому, конечно, вот при капитализме хорошо. Пошел, украл и быстро разбогател, и ты во власти, да? Там собираются такие же, и, конечно же, они... А над ними стоят это люди более продвинутые, которые понимают эту психологию. И вот все эти национальные верхушки, все на крючке, все, ну, все одинаковые, все ведут, понятно, вот туда, в сторону, да, нас от международной солидарности трудящихся. Вот они, ну, где-то так. А как вы к универсальному базовому доходу относитесь? К механизму оплаты как бы, жизни людей без получения от них какого-либо труда? Ну, это же вот добивать уже человеческое в человеке, да. Вот даже при капитализме, когда они заставляют человека напрягаться, ну, вот ставят его в условия, ну, когда надо, не будешь работать, не будешь и жить, да. Но человек, ну, кто-то утонет, а кто-то и вырвется, кто-то раскроет свои лучшие качества. Идея там, допустим, коммунизма – это воспитать Творца. То есть человек, который, ну, это вот хорошо видно даже вот в этом, в туманности Андромеды, и люди рвутся на благо общества, работы. Ну, то есть рвутся, молодежь, она спешит скорее. Ну, хотя бы здесь, хотя бы так. Но человек все равно раскрывается в трудных условиях, когда ему надо, вот у него творческие озарения, и, ну, надо, в общем-то, и позитивный настрой, да, и, в принципе, от обратного люди добиваются выдающихся результатов. А если сказать человеку, да не надо работать, ну, чем будет 95%, 99% заниматься? Тем более вот этих вот, которые недоразвитые еще социально, вот эти страты, которые там с разных этих стран, которые угнетаемые, да, там разного рода, Африки и прочих всяких, востоков, юго-востоков и так далее. Они чем будут заниматься? Они будут заниматься потреблением наркоты, так как вот им это бесплатно все будут выдавать. Они будут разлагаться, будут вырождаться, и это один из способов вот, как бы утилизировать это население. Хотя саму цель этой утилизации я, в общем-то, понять не могу. Ну, как бы истребление населения. Зачем это все делается? Вот по где-то гамбургскому счету, по большому. Ну, так вот убить человека там или гавах, я это понимаю. Но ресурсы вот этой территории, на которой мы живем, там, земля, терра или как это назвать, ну, они там миллионкратно превосходят необходимые
для того, чтобы прокормить вот это все там, население. То есть они бесконечны фактически. Но почему-то вот хотят уничтожить, вот уменьшить это население. Я не знаю, может сложно им управлять, может они освобождают эту терру для других видов разумной жизни. Ну, сейчас любые предположения сейчас по сути своей имеют право на жизнь, так как мы уже видим, что вся вот эта космос, разные вот эти история, устройство, даже вот политология, да, современная социология, это что же лженауки, да, то есть они к реальности никакого отношения не имеют. Так вот и не знаю я, зачем это делается, ну, по крайней мере, вот цель у них такая и есть, взять вот это несчастное человечество и сокращать. Вот таким способом. Вот он нужен для того, чтобы вырождалось поскорее. Ну, сами подумайте, ну, скажи простому человеку, тебе надо там на работу ходить уже не надо, баблища полну, вот те 2000 этих евро, ну, пожалуйста, иди бери тараканов, кушай, наркота бесплатно, водка по дешевке. Ну, что еще осталось? Такие же бабы, такие же все, ну, вот, ну, чем это все закончится? Свальный грех, да, это вот то, что там, Гаргантюа, вот, и Пантагрюэль, да, вот и все. Это вот свальное, вот это вот все биология и выродившиеся до животного самого такого низкого состояния гоминиды совокупляются все со всеми, рыгают, ходят под себя, жрут наркоту. И, ну, вот к этому приведет. Ну, проведите любой эксперимент и вот дайте людям. Жри, пей, что хочешь делай. А вот тут у тебя лопата, можешь копать яму. А можешь вот гулять, пить, гулять. Ну, кто? Конечно, все будут гулять. Дальше... А образование? Вот вопрос тогда... Это я не нагнетаю и не сею пессимизм. Люди такие, какие есть. Образование, вы спрашиваете, да? Да, мне интересует вопрос образования. Он сейчас вроде бы по всей планете как бы обязательное, по крайней мере, начальное образование. И людям стараются дать все-таки какое-то среднее образование, и даже выше. Но есть мнение о том, что, может быть, большинству людей это совершенно не нужно. И, может быть, стоит вернуться в формат безграмотности, такой массовой, и только у элиты, чтобы было образование. Ну, Как если давать образование, так сказать, или внушать, навеивать ложную реальность, ложное представление о мироустройстве, то такое образование полезно для той же самой элиты, формально вот человек образованный, а на самом деле имбецил, да, или олигофрен, ну, в таком хорошем смысле, он может и идиотом быть по окончанию этого прохождения. Ну, в основном это дебилы все или имбецилы, да, то есть вот, люди легкой или средней степени выраженности слабоумия. Идиотом, чтобы уже довести себя до идиотизма, это еще надо и наркотой пробавляться. А так вот в основном люди, знаете, сейчас даже и эрудированных людей нет по сути своей, вот в новом облике, так как эрудицию заменяет этот костыль интернета. А даже люди эрудированные, которые память грузили, это не значит, что человек умный. Эрудированный человек от умного отличается тем, что умный способен, пусть даже ограниченные свои знания, конвертировать в разумное действие. А эрудированный человек, он способен только повторять вот то, что он запомнил. Да, вот там, многотомники литературы. У кого хорошая память, кто-то эрудированный, но он же не значит, что он способен на конструктивное, разумное действие. Вот интеллектуальный человек – это тот, который знает достаточно или больше минимума, но еще и способен выдвинуть идею, замысел и его реализовать. Вот этом, или, по крайней мере, организовать его реализацию. А если вот наплодить дебилов, то ну, они же не способны действовать самостоятельно. Зачем они будут действовать там, как им будет предписано, и им уже внушили. Вот так правильно, вот начальники, вот это. Ну, самое главное, начальство и информация. Да? То есть информацию надо воспринимать не критически, а так, как скажет начальство.
И если начальство сказало, значит, надо принимать к исполнению. И вот и все. И это даже, наверное, лучше, чем безграмотность, так как безграмотного можно научить, а у такого имбецила ты уже не пере... И как ему это? У него уже заполнена тут голова. Это хорошо, если пустая там чаша, влить туда что-то нужно. А если она уже полная, ну, это надо его стерилизовать. Ну, то его легче, как в современном мире и предписано, отправить на эвтаназию. Лучше человеку, что ну ты вот насладился своим молодым телом, да? Смотри, ты и пол 3 раза сменил, ты и бабу в руках держал, и тебя держали под видом бабы, вот ты это биологически. Ты все пережил, ты и гендер, и трансгендер, ты и этот самый. И все, ты уже познал, ты покушал, ты наркоту пробовал, и все, ты свое тело усладил, разрушил. И вот какой смысл терпеть эту старость, вот это жить там дальше? Это ты ж тело. Тело, оно износилось. Ну зачем терпеть болезни, зачем вот это слушать? Смотри, камера есть, как красиво, уютно. Ты туда ложишься, мы тебе там газ пустим, мы тебя уколем. Ты весело и радостно отправишься на тот все. И человек доволен будет. И если я раньше «Час быка» читал, там долгоживущие, короткоживущие, вот эти храм радостной смерти, там, как вот люди, 40 стукнуло и пошел там с песней, чтобы на эвтаназию, ну, в нашем понимании. Ну, мне казалось, что это будет, ну, такое социальное напряжение, это там под дулами автоматчика, вот это все, это такое, как бы такое навыдумывал. А на самом деле это все радостно, пойдут все, вот так весело пойдут под этот самый. Умирать, потому что, ну, зачем, да, ну, вот я бедный, все, я все пережил, мне ничего такого не светит. Я умер, и хорошо, зачем мне это? Это еще лучше, чем безграмотные путры. Безграмотного взяли, да, в школы открыли. Помните, как это культурная революция 20-х годов, 20-х, 30-х? Вот школы, хаты, лаборатории в колхозах там приходили эти, молодежь особенно обучалась основам агронауки, там это земледелие, севозмины по-украински, севооборот, да, наверное, по-российски, по-русски. Вот. И это же был энтузиазм, то есть познание нового, это вообще такой, как бы, а когда ты уже наученный гендеру и трансгендеру, так сказать, смене пола, ну, как тебя научить быть этим нормальным человеком? Не научишь уже. Поэтому, наверное, в эту сторону. Хотя, если так вот говорить, то жизнь-то наша полегче сейчас в любом случае, чем была, скажем, ну, и это одно из, и один из разлагающих факторов. Такая вот жизнь, как вот между... И напрягаться не надо сильно, тоже не сдохнешь. Но вот сейчас, может быть, и рваться никуда не надо. И ну, батончик с тараканами, я думаю, дадут любому. Хочешь, жуй там. Получи только эту священную инфузию, чтобы ты был спасенный, спас тело свое. И все. Ну, это жизнь прусака, да, как таракана. А как вы к демократии относитесь? Как к форме устройства этого вот общества современного или общества прошлого? И больше даже интересует взгляд в будущее. А что бы было, может быть, как альтернатива демократии? Какое, может быть, более правильная форма организации общества вам бы хотелось видеть? Ну, вот большие массы людей при помощи формальной демократии организовать невозможно. Ну как, надо отличать политологическая демократия от ее реальной как бы, начинки. Да? То есть демократия – это фасадная вывеска для закулисья, да? Для плутократии, которая располагает ресурсами и оформляет свои решения в виде там, опереточного вот этого самого дискуссионного клуба, парламент, там, правительство и прочая такая вот вся эта ерунда. Поэтому демократия сама по себе – это неработающий механизм. Тут нужно, вот при
в социализме в старые времена формальную власть имела советы имели, да, а в принципе вот даже не закулисную власть, но партия осуществляла. Она и концептуальную власть держала, и присматривала за этими самыми, за своим начальством, пытаясь их отвратить от воровства, разврата и вот такого вот корыстолюбия. Ну, это задумка такая была, да? А в формально-демократических обществах роль закулисья выполняет закулисье, то есть роль реального этого. Вот там сидят все эти. Ну, на каждом уровне свое закулисье. В каком-то городочке задрипанном, Мухосранске, да, или Зажопье в каком-то, сидит местные там башки, там, воровская комаривия местная, там, может, какие-то представители там корпораций, да, вот они там сидят, выборами манипулируют. А в больших, на уровне страны, тут уже заезд такой местный, там, олигархатик, там, какие-то там эти вот транснационалы, там, с их эти, как бы, полпреды, там, которые рулят вот этой повесткой, они реально осуществляют власть, а это все декоративно. Поэтому вот такая власть, она является прикрытием власти крупных дельцов, по сути своей. Богачей, которые содержат ресурсы, либо полпредов наднациональных этих самых. Поэтому сама по себе это, демократия. Это власть демократов, да, то есть она не является по-настоящему этой самой демократией. А если организовать людям, скажем, вот справедливое общество, скажем, давайте голосовать. Давайте голосовать, представляете, какой вот это образуется вот этот вот там потенциал инфернальный в этом заложен, вот распада, да, то есть это собирается масса недоумков, и которые некомпетентные, просто не понимают и как это, и вот что-то там принимают решения. Это вот пальцем показываю в сторону копного права, потому что копное право, это тоже собрались и разбираемся с каждым вопросом. То есть это, да, на уровне, допустим, села можно сход провести и проголосовать какие-то вопросы, но не знаю, даже на уровне городочка задрипанного там 2-3 тысячи какого-то поселка городского типа, уже там не разберешь, что там у всех интересы, насколько там разные. Поэтому нужна власть концептуальная, твердая, которая программирует развитие общества надолго, следит за начальством, воспитывает кадры управленческие. Тут это нужно. Какие-то вопросы может решать простонародье голосование. Может решать. Почему нет там парк устроить или там, скажем, горку для этих. Детский парк или парк разврата, как говорится, с танцплощадкой. Это я так. Это простонародье может решить. Но как бюджет может решать простонародье? И никак. Значит, депутаты, опять же, я повторяю, изберите делегатов. Депутат – это делегат, да? То есть изберите делегатов, дайте им полномочия. Депутаты придут и скажут: о, бюджет. Хорошо, я не был предпринимателем, теперь я предприниматель. Вот смотрите, тут вот сколько бабла. Естественно, это все сговор. Сколько надо для того, чтобы сговориться? Месяц быстренько образуются все враги политические, быстренько раз, и все, подружились, потому что шекель – это как бы объединяющий фактор, животворящий. Все, вот эта плутократия, она власть захватила, дальше она не сменит. Дальше она несменяема, если ее не контролировать извне. Да? Вот этим занималась партия безуспешно. Да? Этим занимаются транснациональные сейчас вот эти структуры. Да? Они сейчас вот в любой этой стране задрипанной, демократической, держат своих полпредов. В каждом ведомстве сидит, может, мы его не знаем, вот на рукавничках какой-нибудь там еврей, в хорошем смысле еврей, не тоже в плохом, а в хорошем. Такой вот, который знает, как устроена, как работает система, и он там идет какой-то процесс, это его не волнует. Вот когда он получает указивку, как надо повернуть политику, так сказать, государства или этого ведомства, там пометочки делает, и все это разворачивается, понимаете?
Сейчас кто занимается законотворческой работой? В любой стране, включая самую вот эту ненавистную диктаторскую Россию, Китай, может, Китай, я не знаю, а занимаются неправительственные организации. Они клепают какие-то закончики, там, приносят, и вот эти комитеты их быстро голосуют, и все в этих Радах. Поэтому вот такая демократия, конечно, это глупость. И она, ну как, она имеет огромный потенциал вот в своем природном виде, закулисье. И так оно и работает. Без закулисья она рухнет буквально в этих самых. Это Гаити будет без этого. Либо Гаити, либо вот, ну, эксперименты идут разные. Там, не будем называть эти страны, Аргентина, Гаити и страна, которую нельзя называть, самая выдающаяся европейская страна, вот, которая, мне нельзя называть эту страну, поэтому я ее не называю, но здесь свой эксперимент. Это три разные версии эволюционирования демократии. Аргентина, самая демократическая страна, и Гаити. Вот вам, пожалуйста. Три, как в песне поется, Тріо Мариничів. Три тополі на три сторони, три струны в моем сердце натужені. Вот так вот. Три версии будущего. Выбирай любую. Гаити, где тебя изнасилуют, ограбят и убьют. Аргентина, где ты подохнешь с голодухи скоро. Ну, будет явно, идет к тому, что это будет людоедская. Или та страна самая демократическая в мире, которую нельзя называть. Вот, пожалуйста, выбери. В любом случае в конце светит этот самый дом радостной смерти, да, для того, чтобы поскорее избавиться от биомассы. Так что. Получается, что альтернатива демократии – это диктатура. Ну, так, диктатура, она и есть диктатура. Диктатура, скажем так, начальство. Да? Но начальство, оно же разное бывает. Ставим начальство, у которого, ну, вот, на местечковом уровне. Да? Берите любое государство, там начальство, ну, скажем так, местный гей-клуб. Гей-парад. Гей-клуб, гей-парад. Ну, вот, выбирайте. В хорошем и плохом смысле. Педерасты в хорошем и в плохом, они все друг к другу тянутся. Вот они возглавляют любое государство. Вот какое у них целеполагание. Какая у них вот, там, горизонт планирования. Ну, вот ровно до того, как украсть и вывести вот это, побежать где-то там в Британию или во Францию, капитал построить там, халупу. И это. Вот, ну, дальше же воображение не работает. Вот сколько уже не насмехаются над ними, вот их туда. Вот это, потому это дискурс этот устроен сверху им. Вот канал открыт, они как крысы вот туда. Флажки такие расставлены. Международные организации, берите любую самую продвинутую, тоже возглавляют клоуны. Тоже формальные структуры, которые озвучивают. А есть вот есть вот настоящая диктатура, которая просто скрыта. Неизвестные отцы, помните, обитаемый остров. Вот какие-то отцы, какие-то вот, скажем так, одни говорят, вот Ротшильды это все не то, это больше такое вот симулякры, да, там они там. А вот Барухи, Вандербильты, это, так говорится, вот оно, а. Ну, раз их уже озвучили, назвали, значит, это тоже оперетка, да, то есть есть еще кто-то. Вот те, кто способен планировать на долгие годы, да, на долгие годы. Вот там ну, хотя бы там на 3-4 поколения. Это в том случае, если мы вот такое неопределенное у нас будущее. Но, скорее всего, будущее у нас определенное. И, скорее всего, мы не так историю понимаем. И, скорее всего, у каждой цивилизации есть лет 250, а потом ее просто смывают. И, в принципе, они об этом знают, они это вот так и планируют, эту игру. И вот эта игра так ведется. Ну, а потом, скорее всего, переход, и они опять всплывают где-то в новые цивилизации, по крайней мере, если не на самых высоких постах, то где-то
вот эта диктатура, она такая. А диктатура национальная, ну, поймите, даже вот гигантский Советский Союз, пусть это в хорошем смысле диктатура, в плохом, конечно, мы его категорически осуждаем, отвергаем, но вот диктатура развития была, да? Ну, против нее вся машина. И вот эта вся и эзотерическая машина, и все закулисье, все армии мира, да, и вся эта скрытые технологии, все это было против. То есть для того, чтобы его сокрушить. То есть даже если, скажем, там что-то не по плану пошло и появился этот союз не по плану, то диктатура, она не вывезет против наднациональных этих. Это чистая математика. Если один располагает миллионом долларов, а другой миллиардом, то честной конкуренции не получится. Да? То есть, если это... А как бы вы строили общество правильное, общество будущего, если не иметь эту демократию с закулисьем? А как по-другому? Какая правильная формула? Ну, так мы его снизу построить не можем. Ну, вот смотрите, Белоруссия, да? Вот давайте посмотрим, страна, которая против тренда. Давайте отбросим Северную Корею, потому что я, честно говоря, не знаю, как она устроена, да и никто толком, наверное, не знает. Ну, давайте посмотрим на Белоруссию. Вот это пример наглядный, пожалуйста, в интернет залезьте, там, посмотрите. Вот есть начальник, да? Начальник, есть вот этот вот парламент, почему-то на 10-миллионную страну, там 2 палаты, тоже этот вот такое. 2 палаты, плюс еще есть вот это международное, как она, последнее, Всебелорусское народное собрание. Еще вот эта толпа вот этих вот, то же самое начальство, которое по всем этим сидит другим кабинетом, вот они еще собраны в одну вот эту кучу и там что-то голосуют. Вот это маленькая страна. Ну, есть там президент, да, диктатор, скажем, ну, вот так. Категорически мы, да, диктатор, да, кровавый диктатор, и вот он. Ну, вот у него страна небольшая, вот он ее видит как вот, ну, что там, вылезать можно, маленькую квартиру, вот ее там вылизывают, вот, да, ну, вот он дотягивается где-то, досматривает там контролирующие органы, вот эти репрессивные структуры, которые с одной целью только созданы – заставить начальство хоть как-то работать и меньше воровать. Все. Уйдет Лукашенко, неким заменить. Опять же, вот эта ситуация, быстро все это собрание, вот эти всякие квазиструктуры проголосуют за то, чтобы его, ну, как бы, наследие отказаться, это душили нас, мы не могли проявить инициативу, мы хотим. Вот каждый должен иметь, так сказать, право, зачем нам кормить этих вот всех бездельников, лодырей, там, содержать вот этот аппарат управленческий ненужный. Все. Социализация территории закончилась, это убираем и все. Нельзя построить страну против тренда общего, маленького. Можно построить, было союз, ну, наверное, пока его не начали целенаправленно выносить, ну, методами запрещенными. Когда... Так бы, да, ну, что там было? Были же артели, да, была артель, были вот эти вот возможности создавать кооперативы реальные. Была возможность, это в сталинском, я имею в виду, версии. То есть, пожалуйста, любой, кто хотел проявить свою индивидуальность вот, в предпринимательстве, имел формальные на то инструменты. Институты были созданы. Пожалуйста, вот эти все НИИ, которые тогда работали, это потом они превратились в бесплодные синагоги такие, эти, как они там, физики назывались. Одни физики, я не помню как, а другие синагоги. Это еврейские физики одна тусовочка была, а вот эти вот нееврейские другая. Ну, не еврейские, те, которые атомную бомбу делали, тем, которым можно было получить. А вот эти там Сахара, вот эти всякие. Это была другая. Это вся наука советская была. Вот особенно позже тогда, при Хрущеве уже тогда, когда они превратились в бесплодные вот эти вот, ну, как бы, где кэш получал представители вот, интеллигенции, там, получали деньги и сидели вот это
кишечные газы выпускали. Вот вся их продукция была там на месте. Вот никак не получается вот организовать. При Сталине, да, там была возможность проявить инициативу. Творческие коллективы, то, что оглупилось уже в 80-е годы при Горбачеве, когда комсомол начал деньги обналичивать, вот эти безналичные, воровать. А тогда, пожалуйста, приходит творческий коллектив на завод из института, налаживает что-то там экономию средств, модернизирует производство по-быстрому и на месте тут же получает зарплату. Все, половина институту, половина на коллектив. Это ж вот просто никто этого не знает или не интересуется. Половина на коллектив. 100 тысяч рублей выдают, например, спокойно, по тем деньгам. Представляете, что такое 100 тысяч? Вот половина идет в институт, половина на 5 человек распределяется. Тот, кто главный генератор, 20 получает. Остальные там поменьше в соответствии с трудовым вкладом. И тот ученый, который хотел заработать, он искал, куда внедрить, сам там связывался с директорами. Директора были заинтересованы, потому что их насчет экономии, там, снижения себестоимости. Это все работало. Артели работали, кооперативы работали. Пожалуйста, хотите, приходите втроем, пятером, организовывайте артель, выпускайте, кредиты получите, работайте. То есть вот было там сочетание, так сказать, этого всего. Пожалуйста, это административный вот такой тупой социализм, это уже при Хрущеве возник. И, пожалуйста, было. Ну, это диктатура. Ну, какая диктатура? Диктатура, она ж, понимаете, почему вот это визжат вся диктатура? Потому что диктатура, она для одного нужна. Не для того, чтобы там... Она нужна для того, чтобы снабдить начальство. Все, другой задачи у диктатуры нет. Диктатура, она обычно наверху там, ну, если это не латиноамериканская диктатура, а если она вот такая, значит, там есть уже и проект, и планы, все что угодно есть, но против этого начальство. Начальство против чего? Начальство поговорить готово, но трудиться вот так, вкалывать, оно не готово начальство. Это энтузиасты. А начальство вот это сидит и ворует, да, ворует, тормозит и это. Поэтому диктатура нужна начальство стимулировать. Как стимулировать начальство? Его надо сажать, да, потому что начальство, оно не может не воровать. Это вот сейчас это откатное общество, оно, начальство не сажает. Начальство все просто кто больше тут украдет. А если развитие, значит, начальство надо, чтобы не воровало, а работало. Значит, диктатура, она только для одного нужна. Начальников сажать, начальников репрессировать. Ну, простонародье, за что его репрессировать? Что она там? Ну, разве что напился, да, повредил оборудование какое-то, или нажрался на водке, да, жену побил, ну, вот там, или бытовое какое-то это. Но это искореняется воспитанием. А так, в основном, народные массы, они то не чувствуют диктатуру, они даже не знают, что это диктатура. А начальство знает. Начальство знает, начальство терпеть этого не может. И все прогрессивные всякие политологи, мыслители, интеллектуалы, они выступают, так как они за деньги этих. Они выступают категорически против диктаторов, левых диктаторов, которые напрягают начальство, заставляют его трудиться и дают по рукам за воровство. То есть это называется репрессируют лучших людей. Самые, так сказать, звездные кадры интеллектуальные, разных писателей, там, поэтов, разных философов, разных этих. А это вот биомусор, который стоит на страже права начальства воровать, обирать народ, грабить. Вот и все. Вот в этом-то фундамент. Вот диктатура, она нужна, чтобы репрессировать начальство. Но начальство, без начальства тоже нельзя, так как управленческие кадры дорого стоят. Их надо как бы это. Потому если им дать воровать или дать им хорошо платить, можно хорошо платить, но всегда мало начальству, потому что начальство смотрит в Америке там, или через дорогу. Этот вот глава райадминистрации ездит на Мерседесе, он ободрал весь этот район, скажем так. Все в нищете, а он на Мерсе. А этот при диктатуре на скромной там какой-нибудь китайской машинке ездит и боится, не дай бог, где-то засветить лишнюю какую-то там десятку, сотку на
при походе в ресторан не может никуда поехать, потому как следят за его доходами. Ну, конечно, он ненавидит эту диктатуру, и он сердцем, с демократией, любой бюрократ. Потому что только демократия может обеспечить безнаказанное обогащение, в общем-то, за счет общества. Вот так. В диктатуре. Поэтому и Ивана Грозного, если эта фигура, конечно, ну, реальная, это может быть фигура просто придуманная, историческая, тут мы не можем это проверить как-то, там это все теперь. Ну, по сути своей, он же репрессировал бояр, да, ну, так, опричнину создал для того, чтобы вот этих вот брать за шиворот это, всю эту воровскую шайку и заставить ее работать или делиться деньгами или там ресурсами для развития. Это так вот теория. Ну, в любом случае, вот берите дальше. Сталин, да, и это самое, вот то же самое. Вот он собирал это ресурсы, не давал воровать, строил, промышленность построил. А люди хотят жить вот сейчас, пожить, для себя. Пожить. И хотят они вот, чтоб сладко было, и под жопой тепло. И тут ничего не сделаешь. Это диалект. Диктатура, она, если бы имела возможность воспитать 3 поколения, да, тогда и начальство пришло такое вот идеальное. То есть как они его называют? Меритократия. Да, вот эти вот все политологические термины, такая дурка, ну, для обывателя. Все, а пока начальство, вот этот переходный период ни одной диктатуре не дают пройти, воспитать. Ну, а если в Беларуси сейчас, то никто никого и не воспитывает. Там вот такие жалкие попытки простонародье воспитывать, а заставить, по крайней мере, перетряхнуть по-жесткому вот это вот начальство он тоже не может. Лукашенко, потому что там у него слишком много условностей, там интересов много сплетено, страна маленькая, и она не самодостаточна. В сути своей многие факторы международные мешают этому. Если бы его масштабировать, этот проект, да, вероятнее всего, у него были бы гораздо более такие светлые перспективы, потому как ну, явно баланс нащупан вот между личным интересом и общественным. То есть, в принципе, живая идея, вот, хозрасчетные вот эти частное предпринимательство, и такое, кооперативы, крупные предприятия, все как-то живут на одном поле, за ними приглядывают. Ну, слишком маленькая страна. Нечем зацепить вот душу. Тут же еще надо. Ну, недаром же говорят, американская мечта. Это вот ты с голой жопой, а напрягся, и ты разбогател, и на Ламборгини вышиваешь, и девок насадил себе там на колени, наркота, и все, и ты весь этот... Или там гей-клуб пошел и проматываешь рожь. Это вот мечта, да? А какая мечта может быть в Беларуси? Ну, вот у нас чистенькое такое государство, вы все сытенькие, можете, ну, то есть вот сыто, от сытости, да, можете в больницу сходить, когда геморрой у вас появится. То есть какая больница? Ну, такая же больница, как вот у Билла Гейтса, который проповедует вот эти все, ну, как это обычная такая больница, где вас подколят и это. В аптеку можете пойти, в детский садик можете пойти, там вашего ребенка провакцинируют. По всей, так сказать, капиталистической цифровой строгости как бы, проследят за вами. Ну, вот так, вы там предприниматель, мытарь к вам придет. Ну, да, это все... вот. Ну, вот нету такого вот для сердца молодежи вот такого, как, ну, допустим, как это были космические какие-то. Понятно, космос это все фальшь. Теперь-то мы знаем, тогда же меньше мы там понимали. Ну, вот какие-то такие горизонты все закрыты для маленького государства. Ну, вот как в Европе, вот этих странках, задротах, страны-задроты, да, вот эти вот всякие, мелочь вот эта вся, там, где десяток миллионов проживает, если это не Швейцария, да, там, где вот эти. Какой смысл жизни? Ну, вот максимум бизнес – это кафе личное, собственное, да, а лучше всего это попасть на госслужбу и пакет получить. Никакого вообще нет вот чего-то такого, ну,
выше, чем вот пожрать и обустроить себе вот эту ипотеку. Вообще нет никакого национального проекта и не может быть. Да? На какую? И поэтому это бессмысленное животное существование в комфорт для всех. И я повторяю, все могут, ну вот, хорошо. Ну вот, да, накормленный народ – это хорошо, напоенный народ – хорошо, ну, вылеченный народ, спасенный инфузиями – хорошо, ну и дальше вот все. Может быть энтузиазм в этом, в такой жизни. Ну вот жизнь в Греции, какой-то задрипанной Греции. Ну вот приезжаешь туда на отдых, хорошо, ты там пошел в ресторане, скушал там морепродукты, где-то пошел, и сидят эти греки с оголовелыми глазами, отупевшими лицами, и сидят вот это, пьют кофе, ничего никто не делает, вечером вот это собираются на балконах, или какие-то там вот эти разные там черногорцы, албаны, это все вот такая жизнь, вот она, повторяю, максимальный предел мечтаний – это собственный бизнес или попасть в начальство вместе. Все. Вот это вся мечта вот этих стран. Люди буренные, да, вот так. То есть, которые растут, вот это, произрастают. Для чего? Вы знаете, я думаю, многие слушатели поставят себя на место этих людей и могут оппонировать в формате «нам больше и не нужно». Мы вполне себе довольны таким существованием. Нам нужно сыто есть, комфортно спать. И нас не интересует никакой космос, нас не интересует никакая национальная идея. Нам просто нужно вот вести такое существование. Вы называете его животным, но многие зрители могут оппонировать именно в таком ключе, что мы, мол, этим довольны, и это и есть счастье. Согласен. Я с каждым их словом согласен. Я не потому говорю, что это существование, оно плохое. Оно подходит всем. 99%. Но если мы говорим, какая цель существования этого самого, диктатуры, да, то диктатура, она должна давать какое-то видение для развития. Ну, вот условно говоря. Это как в том анекдоте. Человек, которого накормили, ему хочется что? Поговорить. Давайте так. Вот как в анекдоте. Пришел до бабы, там, ну вот, раненый, там, туда-сюда, голодный. Вот сестра, ну или как там, женщине. Дай там это, я раненый, кровью истекаю, помоги мне. Ну, она ему повязку наложила. Слушай, а у тебя нет этого самого? Ну, покушать что-нибудь. Она, ну вот ты сейчас пришел, сейчас вот это покушать, потом выпить, а потом, да, как бы. Да не, я не такой, я честный. Ну вот, хорошо, она ему дала покушать. Но он покушал, а потом согрелся. Ну, а нет у тебя, может, что-нибудь, просто вот так душа истрадалась. Ну, он говорит, а потом полезешь ко мне в постель. Да не, я такой вот. Ну, а потом уже ей даже и ждать предложения не надо, приходится, как она его напоила, брать и тащить себе в постель. То есть человек не ограничится базовыми потребностями. У него появится идея вот какая-то выйти за пределы. Да ну и какая? Ему дают предел, конечно, вот сейчас. Ты можешь сменить пол. Представляешь, какая это вообще новая жизнь. Отрежь себе и все, а потом пришьем. Представляешь, что будет, когда ты станешь бабой? Это же вообще. И вот, это же тоже высшее целеполагание. То есть оно уводит человека, да, от животного отводит и приводит его куда-то вот в такой какой-то этический тупик. И это первое. А второе, я не против, да, кормить надо всех, надо дать людям прожить, даже надо им дать возможность достойно жить, ну, как бы, напрягаясь, конечно, чтобы они все-таки вносили лепту. Но мы же не должны забывать, что это же не снизу идет. Вот, как устроено государство. Вот наши так, а какая-то задрипанная Албания, условно говоря, какая-то там, она вот устроена по-другому. Или она считается более развитой, демократической. Да нет, это вот сверху и планируется на каждую страну модель.
И в рамках этой модели одним странам отведена вот нищета. Да, одним Гаити, другим Аргентина, третьим вот так. А в четвертых странах это вот эти режимы, допустим, всякие там мусульманские там, или какие-то такие бирманские, Бангладеши всякие такие, там, где тоже вот мрак полный, но, как говорится, это другая этика, другое, ну, как бы, можно даже сказать, другая форма разумной жизни, либо можно даже и так сказать, то есть не соприкасающиеся. Вот нищета наша там, и нищета Бангладеш, они разные. То есть и отношение к ним, или там Индия, вот эта вот прогрессивная демократическая, там, где миллиард живет в животной нищете и ходит под себя в этот, без канализации до сих пор живет, даже в самых таких забитых странах и то сортиры есть, а те ходят вот прямо вот, где штаны снял, там и вложатся, да, то есть это сотни миллионов так живут, как это ж не люди так живут, это так живут животные, да, растения так живут. Ну, растения хотя бы пользу дают этот кислород, как говорится, выделяют, да, углекислый газ поглощают, растения, они как бы в климатической повестке, если так по большому счету. Даже Билл Гейтс может быть ими доволен, это по сути своей, если он так копнет глубже. А какая польза от вот этого миллиарда, которого не пускают даже к канализации? Это же не потому, что там не может прорыть это правительство Индии трубы канализационные положить. Нет, оно может, и просто не дают, и они намеренно так делают. Люди жили как скот вот так вот. То мы еще живем получше, скажем так, прямо. Намного, можно сказать. Ну, а смерть, она, как говорится, каждому свою. Ну, как вот если говорить вот так образно. Знаете, защитники демократии и противники диктатуры очень часто предъявляют главную претензию к диктатуре – это ограничение свободы слова. Вы как считаете, эту свободу слова, она вообще есть? Это первый вопрос. И нужно ли ее ограничивать? Понимаете, мы с вами ведем разговор, используя инструменты политологии. Политология, она всегда была лженаукой. Но во времена индустриального технопроекта, да, мирового, как оно называется, техуклад, да, по-модному, технологический уклад. Это тоже, так сказать, шняга, так скажем, по-простому. Но, с другой стороны, понятно, вот в те времена, когда были промпредприятия, да, большие трудовые коллективы, нужно было научить большие массы рабочих людей, инженерные кадры, для того, чтобы они делали сложное совместными трудовыми усилиями. В принципе, нужны были и институты защиты их прав. И этим занималось закулисье. Оно организовывало и правым институты условным капиталистам, и левым. Ну, на Западе, давайте мы пока-то. И вот это самое. И имитировали политический процесс в каком смысле? Вот выпусканием пара. Вот нужно было собраться, проголосовать. Там, вот, а для того, чтобы проголосовать, нужно было рупор иметь каждой этой силе. И вот этот рупор, он там это кукарекал там. Левые, правые, там, хорошие правые, плохие правые. Они кукарекали. И кто-то туда проходил. Обычно это планировалось. Пару этих каденций одна сила, пару каденций другая. Это все из-за кулисья планировалось. В основном вся масса в темную работала. Ну, а верхушка политическая, как будто уже завербованные, которые невменяемы, они себе там приходили туда-сюда. Условие было такое. Это же этика была, ну, скажем так, протестантская в каком-то смысле. Нужно было работать, нужно было демонстрировать семейные ценности, нужно было показывать честность, ну, формально, да? И вот культивировалась как разоблачительная
журналистика. Да? То есть вот там нарыли какие-то факты туда-сюда и это самое. И вот это вот. И в узде можно было держать политиков, так как это вот. И с другой стороны демонстрировали, что все у нас, все по-честному, все можешь. Любой человек может там разоблачить кого-то. И это имело значение для вот этих фигур. Ну, если ты уже где-то вляпался. Ну и особенно вот за кулисье. Раз компроматом уничтожала любую фигуру. Теперь в этом нет никакой необходимости. То есть свобода слова была вот такая вот какая. Ну она была вот не концептуально. То есть никто же не мог сказать. Вот Соединенные Штаты – это говно государства, в котором диктатура, которая не снилась где, то есть за кулисье, там, где никто ни с кем не церемонится, не занимается, не плодит политзаключенных, там просто люди, это, ну, просто бессудные расправы проходят, как в этом. Как? Ну, вот берите там эти списки, любые списки Клинтонов, списки там этих ученых, которые отрицателей там ковидов, отрицателей климатической катастрофы. Ну, если не самоубийство, то несчастный случай. И это вот так. Если кто-то выходит и говорит, а я против Америки, это говно, это все не нужно, я там за, ну, скажем, за Китай, я скажу. Ну, все, долго ты протянешь, недолго. Тут же в тюрьму, и в тюрьме долго не живут. Ну, так как вот в этом. Тюрьмы же американские, все же понимают, как там все устроено, да, то есть это ж, там даже понятий нету никаких, там это, то, что у нас называется беспредел, вот это вот, любого там разрывают на части. Все. Вот это вся свобода слова. Теперь она не нужна, свобода слова. Теперь политический процесс сворачивается. И поэтому сейчас на компромат никто не реагирует. Теперь хоть говори человеку, хоть не говори, вот сняли тебя с какой-то проституткой, это плохо, конечно. А если какой-то гомосексуальный это вообще считай, что человека это достоинство политическое. То есть украл все равно, попался где-то на адюльтере, все равно. Ну на чем еще можно человека подловить? Наркоту, так наркота легализована. Что значит нет нужды никакой в этой свободе слова, никакой нужды нет. Ну раз начальству можно воровать уже тут, то какая справедливость? Простонародье инструмента у него простонародье не остается. Простонародье мнение никто не интересуется. Выборов не будет. Ну, то есть выборы, вы же видите, как проходят выборы. Вот последние там в этой. Выборов не будет. Если не нравится, ну, пойди, что там, в соцсетях напиши. Поставишь не туда лайк, вспомнят через 5 лет. Тебя это примут и закопают. Ну, то есть никакой свободы слова нет, ее и не было никогда. Но тогда нужно было в руках закулисья, нужна была вот этот институт для компрометирования верхушки политической. Ну, держать на поводке. Сейчас такой нужды нет, так как ну, сейчас это расправа, прямая репрессия. Вы же видите, институты антикоррупционные разные, международные вот какие-то эти НКО, они имеют реальную власть в любой стране, которая превышает власть политических институтов. То есть у них гораздо больше влияния, у них люди все на ключевых постах. Любая спецслужба в любом суверенном государстве сверху может быть отключена. Не знаю, как в Китае, но во всех остальных странах. Ну, там, Белоруссия и, может, Северная Корея. Во всех остальных странах там сидят люди, и они не выполнят приказ главы государства, когда это будет идти против проекта этих. Ну, они просто неизвестны могут быть никому, но они именно на тех ключевых постах расставлены. Поэтому сейчас этими верхушками манипулируют четко. Тренд какой? Убрать вообще эти институты все, местная вот это элиты, они будут, скорее всего, назначаться как-то там по согласованию. Возможно, государства будут демонтироваться. Для чего? Для того, чтобы вот это вот национальные элиты перестали воровать, а вот это все, что они воруют, оно ложится на себестоимость содержания этих территорий. Это же можно... Вот если взять политики, да, политик, он откат берет. Ну, он может там сотни тысяч, миллионы прикарманивать. Он ничем другим не занимается. А
если поставить представителя неправительственной организации, зарплату получает 10 штук баксов, там 20. И он этим доволен, ему хорошо, у него соцпакет, условно говоря, наркота, пенсион. Ну, у всех, они все сидят на этом самом. Потому что надо же понимать, как устроено. Это наркогосударство, все практически верхушки всего мира. Ну, все. И он ему воровать не надо, никто не ворует. Для вот наднационального этого синдиката десятикратно или стократно уменьшается вот это потери ресурса. Это не значит, что ресурс пойдет, простонародье будет его проедать. Нет, ну это вот достанется тем уже формально, кому и положено. Да? Зачем нужны тут эти какие-то олигархи, когда есть все компьютеризировано, когда все могут забрать под себя супертехнологические корпорации, и тут с минимумом этого населения и кормить население не надо. То есть для чего они это население истребляют? Они не знают, куда его делать. Часть нужна населению для того, чтобы видно было, что кто-то страдает, а я кайфую. Да? Ну, иначе какой смысл в кейфе, если нет противоположной картины? А так вот. Поэтому какая свобода слова? Зачем нам свобода слова? Свобода слова, она была институтом индустриального техноуклада. Этого, там, четвертого, какой там был? Четвертый, да? На четвертом все закончилось. А теперь вот это вот всякие там пятый, шестой, вот это, ну, это, конечно, это чепуха, но по сути своей они как бы это как вот эти волны Кондратьева, знаете, надо как-то вот фальшивую историю, какие-то рамки вписать, вот, экономику эту выдуманную. И вот так вот и теперь эти техноуклады, ну, по сути своей, там, где теперь нет же крупных трудовых коллективов практически, а там, где есть, их уже не надо там обучать чему-то сверх каким-то там умением. Теперь уже все налажено. Вот. Общество никуда не развивается, там, и технологии, они все это в цифре вот там вот улучшаются, то дроны, то это все это системы контроля, они не требуют рабочего класса, там, колхозного крестьянства или фермерства, или там чего-то. Все это теперь роботы, пожалуйста. Тараканы выращивают, компьютеры. Да. У меня последний вопрос такой. В позитивную сторону хочу сделать шаг. На всем этом фоне я знаю, что вы большой адепт здорового образа жизни, и вы предлагаете людям некий выход из этой матрицы, которую вы описали. Немножко об этом расскажите, что все-таки может сделать человек со своей личной жизнью, со своей семьей. Ну, смотрите, я не сколько адепт здорового образа жизни, я под это новое обществоведение подвожу. Вот сейчас же нет теории серьезной такой, которая бы помогла нам войти в новый техноуклад, да, в новую матрицу. Матрица, основанная на изменении генома, на модификации, да, на подключении, на чипировании и подключении человека в сеть, да, туда, к этому, к искусственному соединению человека и вот цифры. Мы туда уходим, и что происходит с большинством людей? Они теряют человеческую начинку. То есть они превращаются в гибридов или киборгов, условно говоря, или гибриды-киборги, да, потому что человека можно теперь скрестить с чем угодно и его еще подлампичить при помощи технологий бионических и всяких там компьютерных. То есть мы уводим человека от человека, это первое. И нет никакой обществоведческой теории, которая бы дала инструмент, кроме вот болтологии. Там. Мы должны объединиться и вдарь. Ну, вдарь, пойди Ротшильда. А президент твой ничего не решает любой страны или правительства. То есть, а до Ротшильда далеко, и ты не знаешь, где он сидит. И Ротшильд для это все решает. Ротшильд это фигурально выражено. Как символ наднационального этого самого. Поэтому я, в общем-то, понимая, как устроен, вот устроен мир, и, в принципе, если вы подумаете, вы сами поймете, что то, что мы видим, это неправда. То есть большинство того. Большинство – это иллюзия. Устроено все по-другому, начиная от политологии,
от реальной демократии, как мы говорим, до науки. Наука тоже другая. Космос другой. Скажем, океан другой. География другая. Все другое. Поэтому у нас точки опоры нету. Нет. Ну, я не говорю уже об истории, да? Как нам жить? У нас, значит, есть в общем-то, одна опора на себя. Это сохранение нашей натуральности. Пока вы натурал, пока вы мыслите как человек. Как только вас модифицируют при помощи священных инфузий, 1, 2, 3, 5, они там улучшат ваш геном, значит, они уже, вероятнее всего, начнут контролировать то, что поле называется, душа, да, ваша. То есть они ее все равно приберут. Поэтому первое, что и самое важное при переходе вот в неизвестность, а мы идем с вами в неизвестность. Кое-что мы догадываемся, как будет, но вот как через 5 лет нами будут управлять и во что нас превратят, мы не знаем. Поэтому мне кажется, что наиважнейшим является в данный момент сопротивление, условно говоря. Я противник этого слова, так как что тут сопротивляться? Тут надо как бы войти. Вы не уйдете из этой территории. То есть вам не дадут отъехать куда-то там в Сибирь или где-то там построить себе село и жить, как хотите. Нет. Главная задача встроиться натуралом в новую матрицу. Будут возможности, это даже я на 300% уверен, натуралом жить и еще и преуспевать в этом обществе новом. С учетом того, что 90% будут все это модифицированы. Поэтому вот трудность перехода в чем? В том, что огромная масса народа пойдут под эвтаназию социальную. То есть их будут уничтожать и физически, и социально, и это. Для того, чтобы войти туда живым и полным сил и продолжить жизнь, исполнять свой промысел, я считаю, нужно сделать опору на собственное здоровье. Здоровье не просто так вот, нет болезни, и я не болит, и я такой весь. Нужно вскрыть потенциал человека, и начинать надо с тела. Вскрыть потенциал, вычистить при помощи природных технологий и раскрыть вот это вот движ энергии, высшей энергии. То есть использовать по максимуму заложенные в тебя возможности. Это можно сделать при помощи природных технологий, натуропатических. Это даст гигантскую энергию. Тут есть и изменение диеты, и некоторые такие вот известные технологии. Я открыл школу и оздоровление, и изменение жизни, да, улучшение жизни фундаментального. Первый шаг. То есть вы открываете в себе, во-первых, невиданную раньше энергию, выносливость физическую, обостряется ваш ум, вы становитесь более медитативным, глубоким, и вы начинаете видеть больше. Видеть, понимать, способность решать проблемы и работать у вас увеличивается многократно. В этой ситуации вы легко справляетесь с проблемами, с которыми большинство людей справиться не могут. Они нам привнесенные, и их очень много. То есть большинство людей не могут, не в состоянии, они тонут. А вы не утонете, вокруг вас не утонет. И вы формируете костяк натурала. То есть вы натуралы, вокруг вас натуралы. И натуралы будут востребованы, даже вот возьмите обитаемый остров. В Стругацких там вот эти выродки были, да, которые, а из них сформировано все начальство было. Вот эти натуралы, они, в принципе, клиентела. Это люди, которые способны мыслить, у которых есть совесть, у которых, которые ответственность, которые имеют, то есть надежная опора, все равно, какой бы режим ни был установлен, миллионы натуралов будут процветать. Да, миллиарды будут модифицированы, но миллионы натуралов будут процветать. Поэтому моя философия какая? Вот я болтовню вот эту вот всю. Политологи, когда вот это левые, правые, выборы в Америке, еще это вот все ненужное, оно никак на вашу жизнь не влияет. Вот эти новости, которые загоняют намеренно всех в смерть туда, в гробовскую такую вот, психологическую яму, высасывают энергию и деморализуют. Я сторонник того. Приходим, очищаемся,
от 1,5 до 3 месяцев работаем, поднимаем в себе вот эту и физическую, и интеллектуальную мощь и начинаем разбираться со своей жизнью. Не лезьте туда, куда вас не зовут. Вы не повлияете ни на решение Путина, ни на решение Байдена, ни на решение Макрона. Это все пустой треп. ВОЗ, если продавливает что-то, они без вас это продавят. И выступления каких-то политологов, которые там вот это вот там рассказывают небылицы, они никак не повлияют на то, что Тедрос Гебрейесус будет задвигать свою. И миллиарды ему поверят, да, а не вам, а не вот этим. Займитесь собой с прицелом на то, что вы натурал. Вот здесь не отступайте. Это не значит, что вы должны драться, там, если вам приносят и, там, священный укол, подколоть вам в задницу. Всегда есть решение, которое можно провернуть так, что матрица будет думать, что вы там это вот, а вы... То есть надо понимать, лобовое столкновение с поездом, который располагает десятками триллионов долларов, да, какой-то общественной организации, которая на билеты не имеет денег, знаете, проехать. Ну, плюс под надзором спецслужб. Это мало кто понимает, насколько это вот и проникновенно, да. Так я вот и занимаюсь этим. Я такой провожу социальные проекты в эконом-классе довольно-таки я стараюсь за небольшую плату, ну, разумную небольшую. Я же не говорю, что это там совсем бросовая цена. Ну, вот я провожу очищение, оздоровление, омоложение и накачиваю, конечно, людей позитивом. То есть позитивом, ну, так сказать, вот, обучаем мы тут на некоторых курсах и планированию, и составлению, так сказать, финансового собственного плана. Это кроме того, что мы очищаем, омолаживаем и оздоравливаем, решаем вопросы. Ну и плюс выгорание, да, там, демотивация, когда люди вот в тупиках, в таких, в этих всех, измученные, там, откладывают вот это вот, жить не хотят, или там и бедные, и богатые, это же одинаково все на всех действует. Вот и есть у меня вот таких коротких курсов, которые там вот сейчас я 9 мая буду проводить курсы скоробожья, да, которые за 10 дней даст подъем вот такой вот. Ну, вы из тупика выйти, отлепить от дна человека, да. И есть такие курсы 3 месяца, потом 2-3 ступени, которые, ну, там 15-20 лет позволяют сбросить и психологически, и физически. Вот этим я занимаюсь. Раньше, конечно, я тоже увлекался всякими политологическими. Ну, как я разбирался, тоже там вникал, там, читал, смотрел. Ну, теперь я понимаю, что это вот все пользы приносит мало, а если говорить, как это, мысли глобально, действую локально. Да? То есть вот практической пользы это не приносит. А то, что я вот помогаю людям спасти себя вот в такой ситуации. И это тысячи людей. Поэтому я, ну, как бы считаю правильным вот такой подход. И это практически полезно. И вот в этом тоже определенная миссия. Я считаю, она, ну, как бы высокая. Вот так. Люди сами себя спасать не хотят. Все равно это там крохи, готовы напрягаться ради... Ну, тут хотя бы сам себя спасаешь, тут понятнее. Я просто предлагаю так. И новое обществоведение базируется совершенно на другом фундаменте. Не на левых правых, а на том фундаменте, на чем будет основана технологическая, как бы, матрица новой цивилизации, вот когда мы пройдем. Но она будет основана на биологии, да, на биологии человека. Человеческое тело – это будет непаханное поле, где будут произрастать разного рода, ну, прибавочные стоимости. И вот об этом никто не пишет, никто не говорит, а все продолжают задвигать. Фундамент – это надстройка, фундамент, базис, а на самом деле это все уже по-другому. Ну, вот так. Спасибо большое. Мне было очень интересно. Вам спасибо. Видите, вас сейчас как прокрутите это все, вас, конечно, будут все ругать. Это вот не научно, не толерантно, не... Это все плохо, это все...
Ну, я повторю, кто хочет спастись, он не должен перекладывать свою судьбу на плечи других, на шею, так как уже не осталось институтов, формализующих солидарность, институтов, формализующих социальную помощь. Осталось там вот чуть-чуть пенсион, и все сворачивается. И надеяться не на кого. Не захотите собой заняться, сдохните и все, под забором. И ни у кого нет этих самых. Люди стали равнодушны к смерти, даже к своей, тем более к смерти близких. А если еще близких хоть как-то, то на протяжении вытянутой руки всем на всех начхать. Именно этого и добивалось вот это вот как бы наше новое начальство международных организаций, синдикат, этот вот наднациональный. Я повторяю, апеллировать к национальной власти, к каким-то начальникам, которые вот здесь, это высшая форма идиотизма. Поэтому, так как они ничего не решают. Какой-то у нас грустный день солидарности трудящихся. Ну, если, знаете, приукрашивать реальность, то тогда и дорога ложная. Вы тогда куда пойдете? Вы пойдете организовывать какую-то общественную организацию. Вам нужно будет составить списки, отнести эти списки куда? В администрацию. Да? Ну, я так вот, это я по-простому, но и эти списки куда попадают? Эти списки с уставом вашим, со всеми адресами, там, это попадают на стол спецслужбы, да, и это вот вы уже как бы явились с повинной фактически. То есть ваша повестка когда-то будет отыграна, как террористическая организация или экстремистская организация, которая вот сегодня вы как бы в дискурсе, завтра вы уже не в дискурсе будете, да, поменялось там направление, а вы проповедуете тут какую-то там идею, которая завтра будет против тренда. Вот и хорошо достают, вот смотрите, вот эти болтуны, вот смотрите, они уже 3 года работают, они подрывают наши этот. Вот давайте мы их арестуем. Или там репрессируем, или убьем. Тоже показательно. Вот это вот все. Поэтому вот если люди туда пойдут, не имея ни ресурсов, ничего, но явятся как бы с повинной, дадут свои списки, адреса, вот их там где-то и закопают по-хорошему, так как это не санкционированное начальством движение, а если оно санкционировано, то не имеет никакого смысла для вас. Да? Санкционированное, то есть вы все равно стадо вас и погонят. Я вот как пример конкретно инфузия, да, священная спасительная инфузия там, с известными названиями фармацевтических компаний. Ну, пожалуйста. Натуралом вы уже не останетесь. А если вы уже не натурал, то, как говорится, потеряны вы для человечества. Ну вот так, об этом можно говорить долго и бесконечно, а по сути своей польза только от того, чтобы понять, национальные начальники ничего не решают, все формируется сверху, и ваш путь спасения в вас самих, да, вот ближний круг, куда дотянетесь, вы можете спасти их, а как? Мы не знаем, но если вы сохраните натуральность, вот вам уже точка опоры. Принято. Спасибо большое. Надеюсь... Вашим зрителям огромное спасибо за то, что они вот не убежали в ужасе от этого самого, не застрелились от скуки. Поэтому спасибо за то, что посидели, послушали, спасибо за критику, спасибо за поддержку, и вам спасибо за приглашение. В первую очередь, так как меня-то не сильно и приглашают. Это незаслуженно. У меня есть бэкграунд определенный. Все. Надеюсь, еще как-нибудь увидимся. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.